Друзья, привет! Я продолжаю гайд по ботании на версии 1.7.10. Так, давайте-ка, значит, мы в прошлых видео использовали Ender Air Bottle, да, для крафтов. И сегодня посмотрим, как, собственно, получать ее. Для этого все очень просто. Мы, значит, крафтим пустые пузырьки, да, обычные. Идем в Ender мир и, соответственно, в любом месте нажимаем правый клик. То есть, как будто бы мы набираем воздух вот этого Ender мира. Вот, пожалуйста. Мы, соответственно, набираем и в пузырьках получаем такой Ender Air Bottle. Он нам дальше для крафтов потребуется. Соответственно, вот у него несколько видов использования. Вот. Значит, в крафтах он нам пригодится. В том числе мы как бы уже ранее использовали его для крафтов спарксов в Компарера. Так, теперь давайте-ка я вернусь, соответственно, на свою теру, где мы в прошлом видео с вами спаунили Гаи и убивали. Мы, помните, получили вот такие вот Dice of Fate, кости судьбы. Значит, что это такое? Значит, кости судьбы, значит, их всего, значит, мы можем их правым кликом кинуть и получить 6 различных предметов, до 6 различных предметов. То есть в соответствии с тем, какая сторона нам выпадет, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, такой предмет мы получим. Причем, что интересно, вот этот предмет, он является уникальным для каждого игрока. То есть каждый игрок может получить только, соответственно, какой-то такой вот предмет, который будет только у него. И повторно такой предмет получить не получится. Давайте я нажму сейчас правым кликом, значит, хоп, у меня выпадает такой фрукт Грисая. Значит, кроме того, значит, как помните, вот эту вот лексику ботании, значит, у меня содержало знание людей, да. В предыдущем видео я, соответственно, кидал эту лексику ботания в портал для эльфов и получал еще знания эльфов. Если же я, соответственно, бросаю вот этот кубик, я еще получаю такие вот знания, значит, такие вот знания реликтовые знания. Вот. И, соответственно, если я бросаю кубики, я получаю вот такие вот реликвии. Соответственно, максимальное количество их 6 штук. И давайте все их рассмотрим. Я для этого перейду сейчас в креатив. Так, итак, давайте посмотрим. Значит, вот смотрите. Если я уже здесь, соответственно, эти кубики бросал, да, то есть их получил. И, соответственно, если я повторно нажимаю, я вижу в чате, что мне пишет, выпала единица, да, но мне никакой предмет не выпал. Почему? Потому что я уже ранее его получал. И вот все возможные варианты перебираем, да, новых предметов я не получаю, потому что ранее я уже, соответственно, вот эти 6 предметов все возможные получил. Значит, что нам может выпасть из вот этих вот реликтов? Нам, во-первых, может выпасть такой фрукт, нам могут выпасть такие вот Key of Kings, да, какие-то ключи короля, глаз, соответственно, и 3 вида кольца. Кольцо Тора, кольцо Одина и кольцо Локи. Значит, вот эти вот 6 предметов, да, соответственно, уникально для каждого игрока, и только тот игрок, который из кости судьбы их получил, может ими воспользоваться. Значит, давайте разберемся, что это такое. Значит, во-первых, фрукт. Вот этот фрукт, он может нас питать с помощью маны. То есть, если мы перейдем там в одиночный режим, да, то мы вот это яблоко сможем есть и восполнять свое здоровье за счет маны. Вот. То есть этот фрукт, который восполняет ваши единицы здоровья за счет маны. Так, дальше. Вот эти вот штуки, это по сути молнии, которые мы также можем пускать, используя, соответственно, ману. То есть надо обязательно в инвентаре держать какой-то инвентарь с маной типа планшета, и тогда можем такие вот штуки запускать сейчас. Ну-ка. Прикольно, да? То есть я раз. Ну-ка. И еще пускаю. Вот. И у меня при этом расходуется мана. Ну, точнее, даже не молнии, не знаю, как это назвать, какие-то инструменты запускаются. Но выглядит прикольно. Дальше. Вот эта штука вообще, по идее, должна использоваться для телепортации, тоже с помощью маны. Вот, но я что-то не понял, как ей пользоваться. Вот, если знаете, напишите, пожалуйста. Кроме того, в описании написано, что вот этот глаз, он расширяет, увеличивает, соответственно, лимит
действия вот этих вот крыльев тиары. Давайте их тоже, кстати, рассмотрим. Вот эти крылья, значит, их можно скрафтить из духа Гаи, да, который мы выбиваем, убивая Гаю. Слиток элементаль нам потребуется, перо и как раз опять вот эта вот бутылка с эндер воздухом. Вот мы скрафтили, и что мы можем сделать? Мы можем, соответственно, себя их надеть. Так, давайте сейчас перейду в одиночный режим. Так, гейм-мод. Так, и, значит, я вот эту тиару могу надеть. Вот, с помощью нее я смогу летать, но мне для этого потребуется. Вот как в креативе летаю, но есть один нюанс, то есть, соответственно, идет потребление маны. Это надо учитывать. Так, кроме того, есть разновидности вот этих крыльев тиары, значит, их несколько штук. Так, и давайте, кстати, попробуем еще надеть. Вот так вот использовать. Не знаю, куда-то нужно надеть или просто в инвентаре держать. Ну, возможно, просто в инвентаре держать. Вот. Все, и, соответственно, у меня вот такой полет получается с помощью этой тиары. Есть разновидности, да, допустим, если мы какие-то предметы еще используем для крафта, вот различные там кварцы. Так, дымный кварц, красный кварц, еще такой вот кварц, лавандовый и, наконец, мана-кварц. Несколько разновидностей. Вот, если что нажимаем, то увидим, соответственно, что у нас тут получается. Крылья Феникс, флигель, однокрылый ангел, повелитель ям, мега-ультра курица и принцесса черного снега. Так, ну да, допустим, вот возьмем какие-нибудь две штучки. Феникс, например. И вот такие. И посмотрим, что это будет у нас. Вот если мы на наш Феникс, ну, у нас такие красивые крылья получаются. То есть мы летаем, у нас еще красивые крылья. Так, ну и давайте еще какие-нибудь посмотрим. Вот. Такие вот крутые крылья. Значит, называется мега-ультра курица. Прикольно. Так, давай еще какие-нибудь посмотрим. Так, ради интереса. Так, прикольно. То есть какие-то вот такие. Однокрылый ангел. Так. Повелитель ям. Прикольно. Вот. И еще какие классные флигели. Вообще, посмотрите. Так, ну вот. Значит, и, соответственно... Так, что у нас еще остается? У нас еще остаются кольца, да? Так, ну вот кольца... Значит, кольцо Тора, оно взаимодействует с землекрушителем. И, пожалуй, вот землекрушитель я буду рассматривать в других сериях, да, когда буду говорить про инструменты в моде ботания. Кольцо Одина, судя по описанию, должно увеличивать здоровье. Вот мы видим, что у нас появилась вторая шкала здоровья. Сейчас надел это кольцо, да, и у меня увеличивается шкала здоровья. Плюс в описании написано, что еще должны какие-то эффекты даваться. Но я почему-то не вижу никаких эффектов. Но вторая шкала здоровья у меня появилась и заполнилась. Так, есть еще кольцо Локи. Ну, в описании сказано, что за счет маны можно ставить сразу несколько блоков. Как это делать, я, честно говоря, не понял. Если знаете, то тоже, пожалуйста, напишите в комментариях. Так, ну давайте подведем итог. Значит, с помощью, значит, если мы убиваем Гаю, нам могут выпасть кости судьбы. И, значит, они могут нам дать 6 предметов различных. Для каждого игрока, которые являются уникальными, которыми только он может воспользоваться. Вот это, соответственно, 3 разновидности кольца. Яблоко, да, вот такие вот ключи, с помощью которых молнии можно спавнить. А также вот такой глаз of the Feeble, который нам позволяет увеличить лимит для крылатой тиары, а также телепортироваться. Я еще в следующих сериях рассмотрю подробнее, соответственно, про землекрушитель и кольцо Тора. Вот, и на этом, пожалуй, все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Рекомендуйте видео друзьям. В комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующих сериях. Пока.